Испанская терция. Королева пехоты Средневековья. XVI века небольшой испанский солдат числом от 1,5 до 3 тысяч человек считалось непобедимым пешим строем в мире. Эти узкие профессионалы в деле убийства врага настолько хорошо знали свое дело, что едва не принесли Испании корону всей Европы. Ранее на поле боя царствовала рыцарская конница. Ее железная лавина галопом сметала любого врага и втаптывала в землю армии врагов. Затем гуситские войны вынудили крестьян придумать отпор холеным дворянским всадникам. Вагенбург, кольцо из повозок, останавливало любой наскок тяжелой конницы, а арбалетчики довершали истребление остановившихся рыцарей. Но вот в чистом поле конницу удалось оставить неудел только испанцам. Ядром испанской армии была пехота, а ядром пехоты были ударные войска, называемые терцио. Она состояла из копейщиков, алебардистов, мечников и аркебузеров. Конница в армии Испании со времен реконкисты играла вторичную роль, мобильная, легкая, но не слишком опасная. Иное дело войны терций. Их согласованные действия напоминали фалангу македонцев и были вынужденной мерой, ответом на двойную угрозу, которой грозили Испании в итальянских войнах, швейцарскую армию Гевальдхауфен и тяжелую французскую кавалерию. Неся потери, разрабатывая способы войны с кровожадными швейцарцами и вышкаленными французами, испанцы обнаружили, что определенный строй солдат отлично себя показывает в бою с обоими. На поле боя терций могло быть несколько десятков, которые могли разбиваться на роты или сливаться вместе, образуя слаженную и крайне умелую оборонительную формацию. Пятиметровые пики были основным оружием терций, которые держали в руках тяжелые пехотинцы, отлично экипированные стальные латы, что требовало большой силы рук. Лес из копий надежно ограждал терцию от пехоты врага, а по команде солдатам сделали выпад пикой в лицо или грудь врага, что сбивало попытки разбить строй испанцев такими же пешими солдатами. При атаке кавалерии пики упирались в землю, и так встречали конных соперников, прокалывая кони насквозь вместе со всадниками. Аркебузеры стреляли по врагу из многорожковых аркебуз с заранее отмеренным порохом, что гарантировало сильный урон врагу. Обычно бывало так, что строй врага упирался в пикинеров и таким образом замыкал строй, не давая им двигаться вперед, и тогда аркебузеры просто разреживали ее с помощью выстрелов. Если врагу удается пробиться глубже, как нередко получалось у французских кавалеристов, отчаянно рвавшихся в центр строя, чтобы покрыть себя славой, то в дело вступали солдаты с алебардами, которые могли одним ударом разрубить человека пополам, либо же испанские мечники, вооруженные длинными мечами. Те и другие прекрасно справлялись с рыцарями. Система давала большие плюсы. В битве при Грансоне пикинеры просто оставались недосягаемы для врага, а стрелки из глубины строя перебегали вперед и залпами наносили большие потери врагу. Против статичного противника терция была неуязвима, но если предстояло движение, то строй мог нарушаться, и это давало врагам Испании отличный шанс успеть атаковать до того, как будет наведен порядок. Обычной тактикой испанцев было построение пикинеров прямоугольником, тогда с пустым пространством в середине, а длинной стороной она обращалась к противнику, на каждом углу располагались меньшие прямоугольники стрелков, так называемые рукава, как бастионы крепости. Если в сражении участвовало несколько терций, то они образовывали подобие шахматной доски. Построить солдат в правильные прямоугольники было нелегким делом, поэтому для них были изобретены таблицы, помогающие офицерам рассчитывать количество солдат и в рядах и шеренгах. В больших сражениях участвовали до 5 терций. В этих случаях они располагались в 2 линии, чтобы оказывать друг другу огневую поддержку без риска поражить своих. Маневренность таких построений была минимальна, но они были неуязвимы для атак конницы. Прямоугольные построения позволяли обороняться от атак с нескольких направлений, но скорость движения была крайне мала. Для выстраивания армии в боевой порядок требовались многие часы, но по крайней мере это гарантировало, если не победу, то ничью. Испания никогда не имела сильной кавалерии, и если бы не терция, то ее армия была бы легкой добычей для всех врагов. Легкая стреляющая конница испанцев была эффективна против такой же конницы мавров, но против тяжелых рыцарей рассыпалась моментально. Со временем терция стала копировать римский легион, вооружилась мушкетами и шпагами, и сами испанцы поверили, что достигли пика военной мудрости. Конечно же, это было не так. Враги также искали пути борьбы и нашли, что терция очень уязвима на флангах, неповоротлива. А если удается попасть вглубь строя, она обречена, так как пикинеры станут бесполезными, а стрелкам не хватит умения отбить врага в рукопашную. Так и случилось. В битве при Рокруа
Франция кардинала Мазарини разгромила испанцев, просто обойдя терции с флангов и затем задавив их числом. Небольшие мушкетерские десятки французов быстро перемещались по полю боя, наносили большой урон терции, и испанцы просто не успевали обороняться со всех сторон сразу. А когда в их рядах наметились большие бреши, кавалерия французов нанесла свой страшный удар по растерявшимся испанцам. После этой битвы стало ясно, что дни испанской терции сочтены, и в фавор входят мелкие соединения со стрелковым оружием. Как однажды строй победил навал, так рассыпная атака одолела отлаженный механизм терции. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь на канал.